Есть мнение, что человеческий мозг задействуется людьми только на 10%. Вероятно, поэтому человек не может придумать, как развить его на 100%. Почему же тогда так устроен мозг, и как все-таки можно заставить его работать на все 100%? В мире существует миф о том, что человеческий мозг работает на 10, 5 и даже 3%. Это абсолютно неверное и совершенно неубиваемое понятие. Давайте разберемся, откуда оно взялось. В середине 20 века было совершенно непонятно, как мыслит человек, но кое-что было известно. Например, что мозг состоит из нейронов, и что нейроны могут генерировать электросигналы. Ученые тогда считали, что если нейроны генерируют импульсы, то они работают, а если не генерируют, значит ленятся. И вот кому-то пришла в голову мысль проверить, какое количество нейронов в целом мозге трудится, а какое бьет баклуши. Нейронов в мозге миллиарды, и измерить активность каждого из них заняло бы годы. Поэтому вместо того, чтобы изучать все нейроны подряд, ученые исследовали только небольшую часть, определили среди них процент активных и предположили, что по всему мозгу этот процент одинаков. Такое предположение называется экстраполяцией. И оказалось, что генерируют импульсы только малый процент нейронов, а остальные бездействуют. Из этого был сделан вывод: молчащие нейроны бездельники, а мозг работает только на малую часть своих возможностей. Вывод был абсолютно неправильный, но поскольку в то время было принято исправлять природу, например, поворачивать реки вспять, орошать пустыни и осушать моря, то идея о том, что работу мозга тоже можно улучшить, прижилась и начала свое победоносное шествие по газетным страницам и журналам. Даже сейчас можно что-то подобное иногда встретить в желтой прессе. Но как же тогда работает наш мозг? В мозге есть несколько областей, некоторые из них называются сенсорными. Туда поступает информация о том, что мы ощущаем. Другие области моторные, они управляют нашими движениями. Третьи когнитивные, именно благодаря им мы можем мыслить. Ну и четвертое, отвечающее за наши эмоции. Почему же в мозге не включаются одновременно все нейроны? Да все очень просто. Например, когда мы не ходим, то нейроны, запускающие процесс ходьбы, не активны. Когда не говорим, нейроны, управляющие речью, также не активны. Когда не принюхиваемся, не возбуждаются нейроны, отвечающие за запахи. И даже когда не жмем на кнопку «Подписаться», не работают нейроны движения рук, глаз и работы внимания. Иными словами, если нейроны в данный момент не требуются, они не активны. Но что же тогда будет, если задействовать все нейроны одновременно? То есть включить работу мозга на все 100%. Хочу вас предупредить, что такой вид издевательства наше тело и мозг не выдержат и секунды. Человек сразу начнет страдать от галлюцинаций, потому что сенсорные нейроны заставят его испытывать абсолютно все наши ощущения. Моторные нейроны запустят все движения, на которые способен человек, а когнитивные нейроны – мышление, и от потока мыслей мозг в буквальном смысле будет критично перегружен. Теперь представьте это существо, страдающее от галлюцинаций, дергающееся от конвульсий, одновременно чувствующее радость, ужас и ярость. Это и будет эффект стопроцентной работы мозга. Лишняя активность отнюдь не на пользу, а во вред. Когда мы едим, нам не нужно танцевать, а когда смотрим этот ролик, не нужно спать. А если во время решения каких-либо сложных задач думать не только о ней, но и о шопинге или о том, как стать привлекательнее, то вряд ли эта задача решится. Важно не только возбуждение нужных нейронов, но и выключение ненужных. Необходим баланс между возбуждением и приостановлением, и нарушение этого баланса может привести к очень печальным последствиям. Но как же все-таки заставить мозг работать эффективнее или помочь в этом другим? Когда рождается ребенок, количество нейронов в мозге больше, чем у взрослого, но связи между этими нейронами еще почти нет. Поэтому новорожденный человек еще не в состоянии правильно использовать свой мозг. Он практически не умеет видеть и слышать. Нейроны его сетчатки, даже если они чувствуют свет, они не образовали связи с другими нейронами, чтобы передать информацию дальше. То есть ребенок видит свет, но его мозг еще не в состоянии понять это. Постепенно необходимые связи образуются, и в конце концов ребенок учится различать вначале просто свет, потом силуэты простых предметов, цвета и так далее. Чем больше разнообразных вещей ребенок видит, тем больше связей образуют его зрительные пути, и тем лучше работает та часть его мозга, которая связана со зрением. Но самое удивительное не это, а то, что такие связи могут образоваться исключительно в детстве. И поэтому, если ребенок по какой-то причине не может ничего видеть в раннем возрасте, в случае, например, врожденной патологии зрения, то необходимые нейронные связи в его мозге уже никогда не образуются, а их место займут другие нейроны, и человек не научится видеть. Иными словами, если что-то и может заставить мозг работать лучше, это только тренировка, причем тренировка с самого детства. Чем больше мозг работает, тем лучше он работает, и наоборот, чем меньше его нагружать, тем хуже он будет функционировать.
Именно поэтому дети гораздо быстрее взрослых умеют приспосабливаться к новым ситуациям, например, осваивание компьютерной техники или учение иностранных языков. Именно поэтому тренировать свой интеллект надо с самого детства. И если вы будете это делать, то ничто не помешает вам сделать великие открытия, например, о том, как работает мозг. Не забудь поделиться этим видео с друзьями и подписаться. Быть может, если не мы, то наши дети станут великими. А с вами был канал Stark Show. До следующих выпусков. Пока.